Всем привет! Сегодня будем готовить вариацию торта Карпатка. Достаточно простой, вкусный и очень мягкий тортик. Итак, чтобы приготовить этот тортик, для теста нам понадобится 2 утиных или 3 куриных яйца, 100 грамм муки, треть стакана воды, треть стакана молока большой жирности, я взял 3,6%, 40 грамм сливочного масла комнатной температуры 72,5% и выше, 1 треть чайной ложки сахара и 1 треть чайной ложки соли. Для крема понадобится 600 грамм молока 3,2 и выше процента, 160 грамм сливочного масла 72,5% и выше, 1,5 чайных ложки ванилина, 2 столовых ложки крахмала, 2 куриных яйца и 6 столовых ложек сахара. Начинаем с приготовления заварного крема. Разбиваем яйца в емкость, высыпаем крахмал и сахар и тщательно взбиваем венчиком до однородности. Доводим молоко до кипения, но не даем закипать. Теперь, постоянно помешивая тонкой струйкой, добавляем горячее молоко в яичную смесь. Теперь добавляем молоко обратно в кастрюлю и варим минут 10 на самом малом огне, постоянно помешивая до первых пузырьков. Затем выключаем газ, еще минуту-две тщательно размешиваем и потом, накрыв пищевой пленкой в контакт, даем остыть. Теперь приступим к приготовлению заварного теста. В небольшую кастрюльку добавляем воду, молоко, соль, сахар, сливочное масло и, перемешав, доводим до кипения. Теперь добавляем просеянную муку и, постоянно помешивая, доводим тесто до кипения. Надо, чтобы это тесто превратилось в примерно однородный комок. Получился вот такой комок. Перекладываем его в отдельную миску и даем остыть. Когда тесто остыло, разбиваем в него яйца и перемешиваем до однородности. Половину полученного теста выкладываем в форму для выпекания, застеленную пергаментной бумагой или силиконовым ковриком для выпекания, и тщательно распределяем по поверхности.
Полученный корж запекаем в духовке, предварительно разогретой до 190 градусов, в течение 20-25 минут. То же самое повторяем и со вторым коржом. Пока коржи остывают, взбиваем масло в течение 5 минут. Теперь добавляем ванилин и тщательно по 1 столовой ложке добавляем в заварную основу. Желательно добиться полной однородности перед добавлением следующей порции заварной основы. Итак, начинаем формирование тортика. В форму выкладываем первый корж и заливаем его кремом. Затем накрываем вторым коржом, немножко придавливаем и ставим в холодильник на ночь. Итак, дав постоять ночь в холодильнике, нарезаем тортик и подаем к столу. Ну а что скажет эксперт? Ведерко вкусно. Что тебе именно понравилось в этом тортике? Все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, выбирайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. И до новых встреч! Приятного аппетита!